Сегодня в городе среди бизнесменов царило оживление. Еще бы! В 12 часов дня в городском дворце культуры состоится выступление известного олигарха, владеющего недвижимостью во многих странах мира, русского по происхождению, проживающего где-то в США. Заинтересовал не сам приезд Сергея Калинина, так звали олигарха, а то, что он гарантирует всем бизнесменам в возрасте от 30 до 40 лет увеличение доходов в 1000 и больше раз за несколько месяцев. Причем все совершенно бесплатно. Нужно только подтвердить свой возраст и указать, какой деятельностью занимаешься. После лекции всем, кто зарегистрируется, в подарок дадут шкатулки, содержимое которых и увеличит состояние в 1000 раз. Вначале это посчитали глупым розыгрышем, но чем ближе приближалась дата приезда Калинина, тем больше бизнесмены склонялись к тому, что посетить лекцию все же стоит. Они ничего не теряют, да и интересно посмотреть на живого долларового миллиардера. И вот этот день настал. В зале ДК не было свободных мест. Все желающие прошли регистрацию для подтверждения своего возраста. Наконец на сцену вышел высокий мужчина в дорогом костюме, лет 45-50. С ним также вышло 2 его помощника, примерно такого же возраста. Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Калинин. Я всех вас пригласил на эту встречу, чтобы предложить вам сделать выбор. От этого выбора зависит ваше благосостояние в будущем. Я вам гарантирую, что каждый, кто подтвердил свой возраст, сможет за несколько месяцев увеличить свой капитал в 1000 и более раз, независимо от того, какой суммой он владеет на данный момент. После этих слов по залу прошел одобрительный гул. У многих бизнесменов были счета с 6 нулями. Это получается, что из 1 миллиона получится 1 миллиард. Круто! Но сначала я расскажу одну историю, продолжил олигарх. Это было 10 лет назад. Я со своими друзьями, он показал на своих помощников, поехал на рыбалку. Неважно, где это было. Мы даже не успели достать все снасти из машины, как услышали крики о помощи со стороны реки. Мы бросились на берег и увидели, как одного мужчину затягивает в водоворот. Опущу все подробности. Нам удалось его спасти, и он захотел нас отблагодарить. Несмотря на наши отказы, Николай, так звали мужчину, уговорил нас пройти с ним до его домика, который оказался совсем рядом. И там предложил на выбор 3 шкатулки, подчеркнув, что в каждой из них лежит вечный полтинник. Наверняка многие из вас слышали про него. В зале началось радостное оживление. Конечно, слышали. Кто же не мечтал о таком? Сегодня вы получите его в подарок, но дослушайте историю до конца. Мои друзья в тот момент думали о деньгах. Они получили то, что хотели. В их шкатулках лежало по $50 и инструкция, что нужно потратить все доллары, чтобы появился вечный полтинник. То есть нужно что-то купить. Тратить можно сколько угодно раз в день. Мы быстро сообразили, что обмен валюты на рубли и есть покупка. За несколько месяцев мои друзья стали миллионерами. А я в тот день сильно болел, простыв накануне. У меня была температура, но я не знал об этом. Поэтому мои мысли были заняты здоровьем. И в своей шкатулке я увидел рецепт долголетия и флакон с прозрачной жидкостью. В рецепте был список ингредиентов, которые нужно принимать каждый день. Мы поблагодарили Николая и уехали домой. Уже было не до рыбалки. Перед нашим уходом Николай сказал, что если возникнут проблемы, то его можно будет найти в этом домике. Пока мои друзья зарабатывали миллионы, я тратил свои последние деньги на покупку и прием нужных ингредиентов. Здоровье у меня стало отличным, чувствовал себя превосходно. Но однажды я столкнулся с проблемой. Не смог найти один ингредиент, он просто исчез из продажи.
Все мои попытки его найти закончились неудачно, и я поехал к Николаю. Он меня хорошо встретил, и я ему рассказал о своей проблеме. Мужчина мне дал то, что мне нужно, и сказал еще что-то, о чем вам пока еще рано знать. С тех пор у меня всегда было то, что нужно для здоровья. Сейчас мне уже под 70, как и моим друзьям, а выглядим мы максимум на полтинник, а чувствуем себя, как будто нам по 30. С молодыми девчонками вовсю гуляем. В зале недоверчиво загудели. Не верите? Это ваше право. Итак, я заканчиваю. Сейчас мои помощники будут вызывать вас по одному по списку и вручать шкатулки с вечным полтинником. Только тем, кто прошел регистрацию. Перед вами стоит выбор. Взять бесплатно шкатулку с вечными 50 евро. Калинин сделал паузу. Или купить шкатулку здоровья за 10 тысяч долларов. Думаю, для большинства это не такие большие деньги. Зал притих. Он что, идиотов ищет? Неизвестно еще, работает этот вечный полтинник или нет. Шкатулки с баксами дают на халяву, а тут платить за какие-то рецепты. Странно это. Наверняка на таких аферах Калинин исколотил свой капитал. В зале 1000 человек. По 10 тысяч с каждого – это 10 миллионов. Причем в долларах. Аферист еще тот. «Давай евро! Мы не идиоты!» Из зала стали раздаваться недовольные крики. «Господа, успокойтесь. Но нет и суда нет. Вызывайте по списку». Калинин обратился к своим помощникам. Наконец все шкатулки были розданы. Итак, подведем итог. Из 370 зарегистрированных 368 получили шкатулки с евро. И только 2 человека захотели купить здоровье. Остальные присутствующие в зале, видно, чего-то испугались и не прошли регистрацию. Миллиардер посмотрел в зал. Попрошу выйти на сцену 2 человек, выбравших шкатулки с рецептами для дальнейших инструкций. На этом лекция окончена. Если будут проблемы, звоните на указанный номер. Он есть у каждого в подарке. Встретимся здесь же через полгода. Всем удачи и процветания. Довольные бизнесмены стали покидать зал, смотря как на полных идиотов, на 2 молодых мужчин, выходящих на сцену. Лохи какие-то. Прошло полгода. За это время многое изменилось в городе. Администрация области была в шоке от обилия инвестиций от предпринимателей в различные сферы деятельности. Появились новые предприятия, строились новые микрорайоны, подскочила зарплата у рабочих. Местные бизнесмены сильно разбогатели, но вот со здоровьем у многих из них появились проблемы. Бизнесмены лечились за границей, но это не сильно им помогало. И вот сегодня все ожидали встречи с Калининым. В том же ДК и в то же время, что и полгода назад. Площадь перед дворцом была заставлена крутыми иномарками на любой вкус и цвет. Жители города никогда не видели скопления таких дорогих автомобилей в одном месте. Поэтому на площади у ДК было полно народу. Люди разглядывали авто и фотографировались на их фоне. К 12 часам подъехал Калинин с помощниками и быстро прошел в актовый зал. За прошедшее время он совсем не изменился, как и его спутники. Похоже, даже немного помолодел. Добрый день, друзья! Вот мы снова встречаемся, как я и обещал. Знаю, по вашим обращениям ко мне, о проблемах, которые у многих появились. Речь идет о здоровье. Вижу, что в зале снова более 1000 человек. Интересно. Калинин задумчиво провел рукой по лицу. Ну ладно, начнем, пожалуй, с регистрации. Все желающие регистрируются у моих помощников. Прошу. Сергей сделал приглашающий жест. Ну что, посмотрим на итоги. Сегодня зарегистрировались все. 368 человек во второй раз, остальные в первый. Хотя я этого не планировал сегодня. Ладно. Для тех, у кого это первый раз, предлагаю на выбор вечный полтинник. Бесплатно. На этот раз без шкатулок. Повторяю, я это не планировал делать сегодня. Но раз вы здесь,
Мои помощники дадут вам по 50 евро. Вы сами дома выберете, где он будет лежать. Это может быть простая коробка из-под обуви. Условия вы все прекрасно знаете. Деньги нужно тратить. Или вы можете купить рецепт здоровья. Цена та же, 10 тысяч долларов. Делайте свой выбор, подходите к моим помощникам и расписывайтесь. А для всех остальных... Так, сколько вас там? Ага, 368 человек. Я предлагаю приобрести шкатулки долголетия. Для вас, господа, цена выросла, к сожалению, до 100 тысяч долларов. В зале зашумели. Господа, успокойтесь. Вас никто ничего не заставляет покупать. Только в следующий мой приезд цена будет уже 1 миллион долларов. Боюсь, что у многих из вас уже не будет таких денег. Вы что, забыли? Здоровье нельзя купить, оно бесценно. Хотя, сами думайте и принимайте решения. Ну что там у нас? Калинин общался уже со своими друзьями-помощниками. Да вот, все новички взяли евро. Это их выбор. Посмотрим на них через полгода. Ну что, господа, что-то надумали? Если нет, то я вас не задерживаю. Больше ничего вам сегодня предложить не могу. Встретимся через полгода, здесь же. Желающих приобрести рецепты прошу остаться в зале. Через полчаса в зале осталось всего 10 человек. Господа, я вас поздравляю. Вы сделали правильный выбор. Сейчас Юрий и Антон, мои помощники, вам расскажут, куда вы должны перевести 100 тысяч долларов. После этого вы получите шкатулки с рецептами долголетия. К бизнесменам подошли два мужчины спортивного телосложения, в которых они с удивлением узнали тех самых лохов, выбравших в прошлый раз шкатулки с рецептами. В дорогущих костюмах, модные, пышущие здоровьем и богатством. От них за версту разило огромным состоянием. Что-что, а нюх на деньги у людей в зале был отменный. «Ну что, господа, приступим?» – весело спросил один из помощников Калинина. Через пару дней Калинин был в гостях у Николая. Точнее, он отчитывался перед ним о результатах встречи. «У нас пополнение, новые 10 человек». «Это хорошо», – сказал Николай. «Медленно, но верно мы идем к своей цели. Через полгода весь бизнес скупят новые владельцы полтинников. Большая часть бизнесменов умрет, оставшиеся придут за рецептами по цене 1 миллион долларов. Им придется продать свои акции и весь бизнес новым людям, нашим людям. Все как обычно, как во всем мире. У нас таких, как ты, Сергей, десятки тысяч. Они разбросаны по всему миру, постепенно опутывают его нашей паутиной. Николай, давно хочу спросить, тебе сколько лет?» «Немного старше тебя», — Николай усмехнулся. «Время идет, а люди не меняются. Я ведь тоже был молодым, по-настоящему молодым, пока не встретил его». «Кого его?» «А ты сам догадайся. Он жару любит, его люди боятся. Далеко не красавец. Врубился, о ком я? Дьявол это. Только он принимает любые обличия. В моем случае он был в образе красивой девушки. Могу одно сказать. Нет у тебя обратной дороги. Ни у друзей твоих и помощников, ни у новых 10 человек. Они подписи поставили, а за тебя я лично поручился. И за друзей твоих. Думаешь, я тогда не смог бы выбраться из реки? Я все специально подстроил. Вы могли просто уехать, но стали спасать меня. Ты голову не забивай себе. Наслаждайся жизнью. Меньше о других думай». Сергей внимательно слушал. Он думал, спросить или нет. Наконец решился. «Николай, а почему бизнесмены стали болеть?» «А я все ждал, спросишь или нет», — Николай вздохнул. «Ничего не бывает просто так. Это же понимать нужно. Эти вечные полтинники, откуда они? Что это за сказки, в которые люди верят? Здесь магия работает, черная магия. А деньги заговоренные, самим дьяволом заговоренные. Ну ты понял. Они и вытягивают здоровье. Каждая новая купюра вытягивает. Чем их больше, тем больше страдает здоровье. У одного кровь,
у другого сердце, у третьего печень и так далее. А потом покупают рецепты, а в них обычные травы. И только один ингредиент редкий, его нигде не купишь. Порошок какой-то. Вот и идут ко мне. А мне его сам дьявол отпускает. Знаю только, что нехороший он, порошок этот. Что-то связано с мертвечиной. Но странным образом люди излечиваются. Возможно, все дело в подписях. Это называется сделка с дьяволом. Ну а цель какая? Цель простая – подчинить себе всех. А это не просто сделать. Не все идут на сделку, предпочитая смерть. Одни с жадностью платить не хотят, другие мечтают в рай попасть. Да только у большинства одна дорога, прямиком в ад. Так что не забивай себе голову, наслаждайся жизнью. Все лучше, чем муки ада. Ну все, мне пора, нужно ехать отчитываться. Калинин попрощался с Николаем, сел в машину и уехал. Блин, я же сегодня с ребятами в сауну иду, чуть не забыл. У Антона есть классные девчонки знакомые. А послезавтра на Багамы. А потом морской круиз. Да, вечный полтинник – это здорово, радостно подумал Сергей, увеличивая скорость. Прошло еще полгода. Странные дела творились в городе. Одни бизнесмены умирали один за другим, словно среди них прошла неизвестная эпидемия. Другие сильно разбогатели, выкупая предприятия и акции у первых. Из тех, кто разбогател год назад, осталось всего человек 50. Но каких? На них страшно было смотреть. Худые, изможденные старики. А многим ведь еще и 40 лет не было. Все ожидали очередного приезда Сергея Калинина. Еще бы. Ведь теперь он гарантирует увеличение денежных доходов всем желающим, независимо от состояния и места работы, в возрасте от 20 до 30 лет, в 1000 раз, за полгода. Все зарегистрированные лица получат в подарок шкатулки с вечным полтинником. Бесплатно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.